Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание тому, как правильно поступать с вещами умершего человека, как умершие вещи могут привлечь вам достаток, от каких вещей нельзя избавляться, и еще поделимся некоторыми советами и рекомендациями. Обязательно досмотрите это видео, и после этого у вас не будет больше никаких вопросов. Вы знаете, ни для кого не секрет, что каждая вещь, предмет, с которыми мы соприкасаемся в жизни, наполняется нашей энергией. И чем больше мы с чем-то взаимодействуем, тем больше эта вещь напитывается нашей энергией и становится с нами неразлучна. Потому не только с вещами, которые ранее кому-то принадлежали, но и даже с вещами с магазина нужно быть осторожными и обязательно проводить энергетическую чистку, которая поможет очистить ее от того, что она могла ранее подобрать, и напитает только вашей энергетикой. К нам очень много знаний о вещах, предметах, украшениях передались от наших предков, чтобы мы не допускали ошибки, которые могут не очень благоприятно сказаться на нашей жизни, и затем придется потратить много сил и времени, которое можно было бы использовать себе во благо, чтобы от всего этого избавиться. Этих знаний много, поэтому они требуют сил, усидчивости и желания узнавать все новое и новое. Но у тех людей, которые с этим справятся, жизнь станет более удачной, комфортной и разнообразной. Их будут окружать только сильные и нужные энергии, которые и помогут выбирать важный жизненный путь и обходить все трудности и неприятности, которые могут встретиться на выбранном пути. Часто к нам после того, как кто-то из близких людей умирает, попадают вещи или же предметы, которые для нас имеют важное значение. Они нравятся нам, а порой, к сожалению, и те, от которых нужно моментально избавляться, или же те, которые вызывают негативные чувства и даже эмоции. Со многими предметами нужно быть осторожными. Это в основном касается вещей, которые умерший человек носил, в котором с ним произошла беда, или же тех, так как такие вещи лучше отдавать умершему, ведь они несут уже в себе мертвую энергию, и с появлением в вашей жизни ничего хорошего в нее не принесут. Только при соприкосновении с ними вы будете разрушать свое биополе, становиться подвластным негативу извне, который очень плохо будет сказываться на уровне вашей жизни и на самочувствии в целом. Могут возникать хронические заболевания. Появится чувство постоянной усталости из-за того, что данная вещь будет высасывать у вас энергию, вместе с ними и жизненные силы. Если человек умер в доме, ту постель, на которой это случилось, нужно сразу же сжечь. Даже если она не старая, хорошо достаточно выглядит, ведь все, кто будет с ней взаимодействовать, в дальнейшем обретут беды, проблемы, которые будут несоизмеримы с покупкой новой постели. То же самое касается и одеяла с подушкой, так как эти вещи, впитав энергию смерти, будут во время сна передавать ее тому, кто будет под ними спать. А во время сна человек больше всего и подвластен негативу, поэтому о том, что будет с биополем человека, даже и говорить не стоит, так как очень быстро оно будет уничтожено и восстановлению не будет подлежать. С таким человеком может случиться несчастный случай, который разрушит его жизнь полностью, а что еще хуже, он может погибнуть. Не стоит и держать в доме кровать, диван, на которой это случилось, так как энергетика ее будет тоже испорчена. Она будет наполнена негативом, и передавать его всем тем, кто на такой кровати или диване будет проводить время, самым опасным она будет для людей со слабым биополем и детей, которые могут играть в этом месте, не понимая, какой вред это способно причинить. Или же по какой-то причине вы решите ее оставить, обязательно проведите сильную энергетическую чистку при помощи крупной и мелкой соли, которую вы можете заговорить в любое ночное время. И подберите день, когда вы решите проводить эту практику. Далее рассыпьте соль по подоконнику так, чтобы луна на нее попадала, и 9 раз проговорите на нее такие слова: «Луна силой своей данную соль надели, чтобы способность обрела мертвую энергию очищать, пустоту убирать и негативные энергии отгонять».
Утром на рассвете нужно будет рассыпать по всему спальному месту человека, которого нет в живых. Так она должна будет пролежать 3 суток, после чего ее нужно будет собрать и смыть в канализацию. И когда вы проделаете это, разложите по спальному месту полынь. Так она также должна будет пролежать 3 дня. Когда время пройдет, вынесите ее подальше от дома и подожгите, проговаривая при этом такие слова. Негативом, который полынь напиталась, сжигаю связь этого предмета с тем человеком, что умер, разрываю. Мертвая энергетика его не наделяет и живым людям не мешает. Когда закончите, возьмите 3 веточки можжевельника и каждый день на рассвете одной окуривайте спальное место и при этом проговаривайте такие слова. Пусть светлая и сильная энергетика это спальное место наделит, и оно никому беду не причинит. Будет хорошей энергетикой обладать и только ее излучать. Использованную веточку нужно сжигать. Так вам нужно проделать и с остальными 2. Да, это, возможно, непростой ритуал, но он займет у вас 9 дней, но результат будет желаемым, и данная кровать или диван больше не будут представлять вам и членам вашей семьи энергетическую угрозу, а также не будут влиять на особенную энергетику вашего жилья негативно. Но вы знаете, есть вещи, которые, попав к нам в руки по наследству, будут приносить не только приятные эмоции, но и неожиданные, счастливые, удачные, благополучные события, притягивать деньги и изобилие, а также выступать в роли оберега. От таких вещей ни в коем случае нельзя избавляться. Если сделаете это, то вместе с такой вещью из вашей жизни уйдет все то, что она вам давала и притягивала вашу жизнь без труда. Итак, первое – это, друзья, кольцо. Кольцо способно запускать энергии, которыми оно наделено беспрерывное русло. Поэтому, если вам от вашей бабушки или от вашего родного человека, который вас очень любил, достанется такая вещь, как кольцо, знайте, это принесет в вашу жизнь беспрерывные потоки светлых энергий, которые могут менять вашу жизнь в лучшем направлении, притягивая сильные энергии. Если человек, от которого вы получили такое наследство, был сильный, успешный и целеустремленный, вы также получите такие качества вместе с данным кольцом. А если они у вас уже есть, то это все приумножите. Такое кольцо будет оберегать вас от различного рода проблем и бед. И ни один недоброжелатель не сможет оказать на вас негативное влияние. Надевая такое кольцо, нужно проговорить следующие такие слова. Это кольцо от бед и несчастья меня защищает, только приятными событиями жизнь мою наделяет. На протяжении 3 дней носите его не снимая, а далее уже как сами решите и как вам будет удобно. Очень хорошо, если кольца, которые достались вам по наследству, принадлежали любящей семье, которые всю свою жизнь прожили в браке, боготворили друг друга и не утратили желание удивлять, радовать, заботиться. Если они достанутся тому, кто находится в браке, то помогут оберегать семью, сделают ее крепкой, наполнят счастьем и любовью. Возьмите такие кольца или кольцо в левую руку, прижмите к груди и при этом обязательно скажите такие слова. «Счастливая семья у меня, кольцо нам помогай, наши теплые чувства приумножай, чтобы мы жизнью прекрасно жили и как твои обладатели ее совместно завершили». Так вы будете идти рука об руку по жизни, находясь под сильной защитой. Если же достанутся тому, кто еще не был в браке, то помогут встретить искреннего, доброго, любящего человека, с которым удастся создать прекрасную семью. Чтобы все-таки получилось, кольцо наденьте на безымянный палец левой руки и проговорите такие слова. Кольцо на моей руке блестит, дорогу суженному к сердцу моему укажет. Скоро все произойдет так, как вы и мечтаете. Если же кольцо достанется от того, кто прожил не очень счастливую жизнь, такое кольцо лучше держать в шкатулке, как оберег, чтобы не притягивать энергии одиночества или же недопонимания и не переносить их на свою семью. Перед тем, как сложить в шкатулку, положите на стол, трижды поверните его по часовой стрелке, при этом проговаривайте такие слова. Это кольцо не ношу, но о защите прошу. Меня оберегай, силой нужной наделяй. Так вы его заговорите и получите еще и сильный оберег для себя.
Бывает такое, что достаются старинные монеты, и это поможет вам с легкостью притянуть потоки денежной энергии в вашу жизнь и сделать положение стабильным или же даже разбогатеть. Главное, чтобы вы понимали, что именно нужно вам и действовали, так как денежная энергия, конечно же, не придет даже при помощи такого сильного амулета, если вы будете находиться на одном месте. Но монету нужно держать там, где находятся ваши сбережения. Раз в месяц ее нужно переворачивать и при этом проговаривать такие слова: монета старинная, деньги притяни, меня и мой дом денежной энергией окружи, чтобы нужда прочь ушла и только стабильность присутствовала, деньги приумножались, возможности открывались. Это с легкостью поможет вам улучшить свое финансовое положение и иметь столько денег, сколько вам будет нужно для счастливой и безбедной жизни. Если вы желаете, чтобы кошелек никогда не был пуст, вам повысили оклад, монету нужно носить в нем, положив туда и проговорив при этом такие слова: монета в кошельке деньгами его наделяет, зарплату большую привлекает. Но смотрите, какую монету вы носите в кошельке, так как порой монеты бывают очень дорогими, а их хозяева об этом и не догадываются. Также скрывайте ее от посторонних глаз, так как ненужная зависть или же энергии, излучаемые в этот момент, способны навредить и перекрыть канал для поступления денежной энергии. Старая нарисованная картина, гобелен, портрет, икона, которые вы унаследовали от предков, это не только приятный и красивый сувенир, это еще и вещь, которая будет помогать вам содержать энергетику вашего жилья в целостности, притягивать потоки сильных и светлых энергий, сможет таким образом защитить ваш дом от бед и неудач. Размещать такую вещь стоит в гостиной на видном месте, а когда повесите или же, возможно, поставите, сразу же установите возле нее свечу белого цвета, проговаривая при этом такие слова: эта вещь энергиями предков напитана, их ощущаю, в помощь призываю, чтобы дом мой оберегали, любое зло и негативные посылы отгоняли. Свечи дайте полностью догореть, после чего огарок вынесите и выбросите. К данной вещи на протяжении 3 дней прикасайтесь и от души проговаривайте то, о чем бы вы хотели ее попросить, что вы желаете, чтобы она вам дала и чем наполнила ваш дом. И очень скоро это все у вас начнет появляться. Когда это произойдет, подойдите, поклонитесь ей и поблагодарите от души за помощь. И также на протяжении всего времени вы будете чувствовать, что энергетика вашего жилья стала крепкой, сильной, что, вернувшись после трудного рабочего дня, вы быстро будете восстанавливаться и обретать силы. Если вам достался ковер от предков, от него также не стоит избавляться, так как он не только способен укрыть вас от невзгод, защитить ваш дом от бед, но и недоброжелателей, которые очень часто попадают в наш дом, так как умеют хорошо скрывать свои истинные чувства, а мы принимаем их за близких, а иногда и даже родных людей. Многие люди стараются не держать в доме старые ковры, так как считают, что они несовременные, но это не так, они никогда не выйдут из моды. Наоборот, они индивидуальные, могут подчеркнуть изюминку каждого дома. Это не только модно, но и престижно. Такой ковер нужно постоянно содержать в чистоте, чтобы он максимально мог вам в этом помогать. И заговаривать его нужно именно в субботу утром. Возьмите щеточку, мочалочку, и когда будете очищать, проговаривайте такие слова: твоя энергетика сильная, ее ощущаю, к тебе за помощью прибегаю я. Мой дом оберегай, недоброжелателям находиться в ней не позволяй. Когда закончите, подожгите веточку полыни и тщательно окурите его со словами: дань уважения от меня прими, в помощь мне не откажи. Веточку затушите и на сутки оставляйте под ковром. По истечению времени вынесите на природу и оставляйте под большим и сильным деревом. Это очень простое действие, но оно благоприятно скажется не только на энергетике жилья, но и на всех живущих. Никто из приходящих в дом людей не сможет причинить вам вред, а те, кто будут приходить со злом, постараются поскорее его покинуть, так как недомогание и страхи начнут наделять их в душу, поворачивая их же негативные энергии против них. Через время такие люди и вовсе будут бояться переступать порог вашего дома.
Далее, друзья, книги. Книги пропитаны различной энергией. Эта энергия не похожа на другие. Она несет в себе тайну, любовь, предательство, силу, счастье, успех. Из-за этого она очень мощная и способна влиять на все, что находится вокруг. В данном случае это будет ваш дом. Думаю, что не стоит упоминать и о том, что книги с историей, которые передаются из поколения в поколение, имеют еще и ценность. Когда вы будете брать в руки такую книгу, вы будете в этот момент ощущать неразрывную связь со своим родом, что будет придавать вам сил, наделять хорошими энергиями, и в такие моменты вашу голову могут посещать светлые мысли, какие-то планы, которые вы, воплотив, сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону и обрести что-то новое. Также в такой момент вы будете становиться мудрее, удачней, могут даже возникать видения. Если у вас что-то будет не ладиться, и вы не будете знать, как справиться с ситуацией, в которую вы попали, возьмите книгу, которую выбрать нужно будет на интуитивном уровне. Далее расположитесь в самом любимом и комфортном именно для вас месте в доме. Постарайтесь соединиться с энергией книги. Настройтесь на то, что все обязательно решится, и начинайте читать. Отключите в этот момент мысли, сознание, перенеситесь в книгу и станьте участником событий, которые в ней описываются. Читайте до тех пор, пока не устанете, после чего отправляйтесь спать. А когда проснетесь, решение уже придет к вам. В голову, и вы с легкостью сможете решить данный вопрос. Не забывайте протирать книги от пыли, так как пыль способна притягивать ненужные энергии и будет книгам мешать воздействовать положительно на вас и на ваше жилье, тем самым передавая излучаемые потоки. Поэтому, друзья, используйте информацию себе во благо. Обращайтесь с вещами и предметами правильно. От того, что вам не нужно, сразу избавляйтесь. А то, что вам нужно, берегите. Особенно, когда это касается вещей или предметов, которые попали к вам по наследству, так как это отличные энергетические помощники, друзья, и обереги. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно ставьте лайк этому видео. Друзья, кто спрашивал касательно донатов, оказать нам помощь, благотворительность, то обращаем ваше внимание, что это благодарность или донат можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.